Добро пожаловать на нашу программу TRED. Эта программа ориентирована на молодых исследователей, также на исследователей, у которых есть какой-то опыт, и на целые команды исследователей. So it's about skills. Итак, наша программа направлена на наращивание навыков, It's about supporting enterprise growth. поддержку роста предприятий, And it's also about supporting UK and Uzbekistan friendship. и поддержку дружбы между Великобританией и Узбекистаном. The overall aim of the program Общая цель программы is that we will have more research enterprise partnerships with projects that support growth in your organisations and your skills and also in the national economy. заключается в том, чтобы у нас возникло больше партнерств между исследователями и предприятиями, таких партнерств, которые вносили бы реальный вклад в развитие социального и экономического сектора. So on a practical level, what we would like is for you guys to pick up as many skills as you can today, take those back to your universities and create real projects that make real change. С практической точки зрения мы бы очень хотели, чтобы вы, дамы и господа, получили сегодня как можно больше практических навыков и умений, чтобы вы вернулись с ними в свои вузы, там их распространили и применяли на практике. So the program is 3 stages. Программа состоит из 3 этапов. Today is an introductory training workshops stage. Сегодня у нас этап вводных ознакомительных семинаров. And you'll gain a mixture of skills and knowledge. Вы приобретете комбинацию навыков и знаний. The second part is where you go back to your universities and apply that knowledge. Вторая часть программы – это когда вы вернетесь в свой вуз и начнете использовать эти знания. And also share that knowledge with your colleagues and staff and students. А кроме того, делиться этими знаниями со своими коллегами, сотрудниками, студентами. We ask you then to give us a short report and video, and we'll give you all the details on that at the end of the day. После этого мы попросим, чтобы вы дали нам короткий отчет и видео. Сегодня в конце дня мы вам больше об этом расскажем. The best reports and videos, we will choose 6 teams, 6 university teams of the best of you, to go through to round 2, which is on March the 1st and 2nd. И по итогам оценки этих отчетов и видео мы выберем 6 самых хороших вузовских команд. Эти самые лучшие вузовские команды перейдут на второй этап нашей программы. Это будет 1-2 марта. And the final round here on March the 1st will be 2 deep expert trainers from UK. Заключительные раунды этой программы, которые здесь пройдут 1 и 2 марта, будут проводиться 2 очень высококлассными экспертами из Великобритании. A panel, a round table panel with a mixture of experts from industry, from civil society, from different universities, all working together. Также будет вместе работать круглый стол, в состав которого войдут эксперты из различных областей, с производства, из организаций гражданского общества, из различных других организаций. And also a national symposium where you can showcase your teams and your work. И кроме того, планируется проведение национального симпозиума, на котором вы сможете представить свои команды и свою работу. Okay. So that's why we want you to work hard today and apply well so you can go to the next round. Вот почему мы хотим, чтобы вы все сегодня хорошо поработали, чтобы вы потом подготовили отличные отчеты и видео и перешли во второй раунд. So today is a mixture of input and activities, so you'll be asking you to work as hard as possible for your full participation. Сегодня у нас будет смесь лекций и практической работы. Мы попросим вас работать очень активно, очень усердно, чтобы вы получили как можно больше пользы от сегодняшнего дня. You've got your university team now. Сейчас у вас есть ваши вузовские команды. So the
the next steps are we'd like to create the color teams. Сейчас мы бы хотели создать команды по цветам стикеров. So in a moment, I'll ask you to stand up and to find and locate the people with the same color badge as you. Через минутку я попрошу вас встать и найти людей с таким же стикером, как у вас. Color teams, you're together? Цветные команды все разобрались? Great. Okay. Замечательно. I've got a small task for you in your team. И сейчас у меня для ваших команд есть маленькое задание. Each team, each color team, Каждая команда will you find one thing that you have in common, that you all share? должна пообщаться между собой и найти какой-то один общий интерес или общую характеристику в своей команде, между членами команды. It must be as specific as possible. So it can't be that you're all Uzbek, that's too easy. То есть, по возможности, это должна быть какая-то конкретная черта, какая-то конкретная характеристика. So there's a timer on here. You've got 10 minutes. У вас есть 10 минут на то, чтобы найти какую-то общую характеристику или общий интерес. To talk to each other, listen and find a Поговорите друг с connection. другом, постарайтесь выяснить, что это может быть. Okay. So good? Okay. So you guys, you might need to walk around and come and talk. Maybe come over? Yeah? Maybe you can come and talk to each other? The long line is quite hard to talk, isn't it? Yeah. Come on over. Great. Okay. Thank you very much, everybody. Хорошо, всем большое спасибо. One of the key aspects about today is that we have so many talented people in the room. It's a great opportunity to network with each other, make new connections with each other. Одна из очень важных возможностей сегодня – это то, что у нас в комнате так много замечательных специалистов, ученых, и вы все можете познакомиться, обменяться контактами и поддерживать связь. And today is all about growing relationships, growing partnerships. So this is a good start. Сегодняшний день у нас посвящен созданию взаимоотношений, партнерств, поэтому он представляет собой отличную возможность начать. Okay, so today we now got some teams. И вот теперь у нас есть команды, And together you're Team Tread. а вы вместе команда TRED. So we wish you all success for your journey today. И мы желаем вам сегодня очень успешного дня. Okay, so the first seminar is about the many different ways that universities and researchers can work with different non-university partners. Первая лекция посвящена тому, каким образом исследователи могут работать с различными внешними партнерами, не являющимися вузами. Globally or in English, this combination of working with others is known as knowledge exchange. На международном уровне, на английском языке, такое партнерство вузов с вневузовскими партнерами называется обмен знаниями. We can think of this as the third mission of universities. Мы можем считать, что это третья миссия вузов. We have research as a first mission, teaching and learning, and knowledge exchange. То есть у нас первая миссия – это научные исследования, потом следующая миссия – это образование, преподавание, и, наконец, третья миссия – обмен знаниями. So, as we say, researchers can work with non-university partners in many different ways. Как мы уже сказали, исследователи могут работать с внешними партнерами различными образами. And why do we do that? It's to stimulate and to help contribute to innovation and society and economic growth. Почему это важно? Почему мы хотим, чтобы это происходило? Потому что такое партнерство может помочь в развитии производства, в обеспечении экономического роста, в техническом прогрессе. And just to be clear, when we use the word enterprise, we mean private sector business, state actors, public sector, non-profits, communities,
and the public as well. It includes all. И хочу уточнить, что в данном контексте, когда мы используем слово «производство», «производственные партнеры», мы имеем в виду частный сектор, государственные предприятия, различные государственные учреждения, некоммерческие учреждения, гражданское общество, всевозможные ведомства и, кроме того, просто широкую общественность. So knowledge exchange is a very important area of universities' work. You can see this big figure on the slide. Обмен знаниями – это очень важное направление деятельности вузов. Вы видите огромную сумму на слайде. This was the contribution that universities working with enterprise made to the UK economy in 2016. Это вклад в экономику Великобритании в 2016 году, который поступил от сотрудничества вузов с производством. Go to the next slide. The contribution isn't just about money. И вот этот вклад в экономику, в развитие, связан не только с деньгами. Universities and researchers working with enterprise can help build, for example, more stable communities. Вузы и исследователи, которые работают с производством, например, могут помочь в создании более стабильной обстановки в городах, в поселках. And it can help the public to be more supporting of research, particularly controversial research like cloning, genetic modifications, etc., where people might feel afraid. Кроме того, такое партнерство между вузами и производством может помочь широкой общественности лучше относиться к различным научным исследованиям, особенно к таким исследованиям, о которых много споров, например, клонирование или какая-то генная модификация. And by taking our research out of the university, we can also, for example, raise the aspirations of young people to do better for society. И когда мы не ограничиваем научно-исследовательскую деятельность пределами вуза, мы также можем вдохновлять молодежь, давая им понять, что они могут сделать что-то конкретное для страны. For example, a good friend of mine is the head of robotics at Bristol. Например, мой друг является руководителем кафедры роботехники в Бристоле. And he takes his robot dogs out to local schools to play football with kids, so that those kids might be interested in engineering and IT and innovation in the future. У него есть роботы-собаки. Он берет этих роботов-собак, несет их в соседние школы, и там дети с ними играют в футбол. Таким образом, он в детях развивает интерес к роботехнике, и, может быть, кто-то из этих детей в дальнейшем пойдет учиться в эту сферу. So there are many, many ways for researchers and universities to engage with enterprise, to take your research out. Есть очень много способов для исследователей, ученых сотрудничать с предприятиями, с производством, то есть выносить исследовательскую работу за пределы вуза. And helpfully the UK and other countries now categorize all the different types of partnerships into 6 areas, which you can see on the slide. Очень удобно то, что в Великобритании и во многих других странах вот этот обмен знаниями теперь разбит на 6 категорий, которые вы можете видеть на слайде. So, for example, category A, facilitating knowledge and research exploitation, talks about things like IP, creation of patents, spin-outs, contracts and collaborative research. Например, категория А – поддержка развития знаний, использование результатов исследований, процессы использования. Эта категория обмена знаниями связана с интеллектуальной собственностью и со всем, что к ней относится. Кроме того, к развитию новых предприятий прямо на базе вуза. In the UK in 2016, universities span out 168 new companies, employing now 18,000 people in just 1 year. В Великобритании всего лишь за один год, только за 2016 год, на основе вузов было создано 168 новых компаний, которые в общей сложности привлекли внешних инвестиций на сумму больше $1 миллиарда.
The second category is skills and human capital development, and this refers to things like training courses for business, training courses for continuous professional development for people in different sectors. Вторая категория – это наращивание навыков, развитие человеческого капитала. И сюда, конечно, входят всевозможные учебные курсы, повышение квалификации, переориентация для всевозможных предприятий. It also includes, for example, business people, people from other sectors coming in to co-develop curricula and to deliver on your courses as well. Сюда также входит совместная работа со специалистами с предприятий, с различных секторов производства, которые приходят в вузы, чтобы помочь в разработке учебных программ и планов. The third category is about knowledge diffusion. It's really about networking. It's about university people networking with your alumni, with perhaps business people through chambers of commerce, with non-profits, etc. Третья категория относится к обмену знаниями, к распространению знаний. Это на самом деле по большей части связано с построением контактов, с построением сетей. Например, какие-то сети выпускников, которые поддерживают друг друга и в перспективе делают что-то для вуза. It might also include staff exchanges, where faculty from your university exchange jobs with someone else for a short time. Также сюда входит обмен рабочими местами, когда, например, сотрудники вашего вуза на краткое время меняются рабочими местами с кем-то другим, например, с производственником. The fourth category is about supporting the community, about public engagement and about developing government. Четвертая категория относится к поддержке населения, работе с населением и наращиванию возможностей для управления. That might be volunteering, it might be awareness raising through public events such as open lectures. Эта работа может включать в себя волонтерскую деятельность. Кроме того, повышение осведомленности общественности, например, при помощи открытых лекций. It might be, as is very common in some sectors, involving the public in your research. NASA do this brilliantly, for example. Кроме того, и зачастую это очень распространенный метод, сюда входит вовлечение общественности в ваши исследования. Например, НАСА, аэрокосмическая компания, прекрасно работает с общественностью. So in the UK, so far there have been 23 million members of the public got engaged with science and research through things like open lectures in the last few years. В Великобритании 23 миллиона человек посетили различные открытые вузовские мероприятия. Они посетили какие-то лекции, мастер-классы, все прослушали, посмотрели, принимали участие. 52 тысячи рабочих дней профессорско-преподавательского состава было потрачено на то, чтобы поработать со всеми этими людьми. The fifth category is enterprise education and entrepreneurship, which is kind of what we're doing today, training and support to grow entrepreneurial mindsets with researchers and faculty. И пятая категория – это обучение, направленное на производственную работу и предпринимательская деятельность. Это по большей части то, чем мы занимаемся сегодня. And a really big area of this in the UK, at least, is social enterprise. Students starting up non-profits to gain those entrepreneurial skills and also do some good for society. В Великобритании очень распространено такое направление, как социальное предприятие. То есть студенты начинают какую-то некоммерческую деятельность для того, чтобы получить навыки практической работы и заодно принести какую-то пользу обществу. And the final category is around exploiting the university's physical assets, and that might be things like leasing out laboratory facilities, etc. It also includes the setup of incubators and science parks. Последняя категория относится к использованию инфраструктуры вуза. То есть сюда может входить сдача лабораторий в аренду для каких-то целей или создание бизнес-инкубаторов. So for all of this, it's really important for governments and for universities themselves to measure what you're doing, to understand what the impact of all this activity has. Конечно, для правительства и для самих вузов важно иметь возможность оценить воздействие этой деятельности.
And in the UK, we've set up a national audit of all this activity called the Higher Education Business Community Interactions. Мы в Великобритании создали механизм для того, чтобы оценивать деятельность по обмену опытом и ее воздействие при помощи специального опроса, направленного, который называется опрос на тему взаимодействия бизнеса и населения в сфере высшего образования. And the measuring is linked to the money. А, собственно, оценка, измерения связаны с деньгами. So the UK government contributes funds towards researchers and universities who want to do this activity through a fund which is linked to the impacts. Британское правительство выделяет средства таким вузам, исследователям, которые хотят заниматься этой деятельностью при помощи специального фонда инноваций в высшем образовании. And we would strongly encourage senior university professionals to start to measure what you're doing, so that you have evidence, so that as things progress, you can start to show your impacts and show your success. И мы всегда советуем старшим опытным советникам вузов начинать оценивать результаты этой деятельности для того, чтобы можно было понять, как вы продвигаетесь. And you will find that even though some of this might be new, there are many, many, many benefits to both individual researchers, to universities, and also to the enterprise partners and then society at large. Если вы начнете этим заниматься, вы увидите даже в самом начале, как много пользы приносит эта деятельность самому вузу, исследователям и в целом обществу. So thank you very much. That's just some brief examples, an introduction to a big area of knowledge. Большое спасибо. Я представила только краткие примеры, очень краткое вступление, введение в эту большую сферу знаний. So we've shared a little about how it works in the UK. The big question is now, what can you do similarly for Uzbekistan? Мы немного рассказали о том, как это осуществляется в Великобритании. Теперь вопрос, как можно сделать в Узбекистане что-то подобное? Brilliant. Thank you. Спасибо.